Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Меня зовут Дарья Сухова, и мы продолжаем разбираться развитие или дрессировка. Сегодня наша героиня Катерина Стрий. Смотрим ролик. Смотри, Назар, у тебя есть 5 камешков, и у меня есть 5 камешков, да? Посчитай, у тебя точно их 5? Раз, два, три, четыре, пять. 5, а у меня? Раз, два, три, четыре, пять. Одинаково? У нас одинаковое количество камешков, отлично. Педагог выкладывает перед собой, перед ребенком по 5 камушков. И сразу же сообщает, сколько там камушков. Потом просит ребенка убедиться, так или нет. И сразу сообщает, что их одинаковое количество. Что бы сделала я? Я бы положила камушки и спросила бы у ребенка, сколько здесь камушков. Пусть он сам, может быть, он может без пересчета определить, может, он их пересчитает, как угодно. Пусть сам догадывается, сколько здесь посчитал. Теперь бы я спросила, а у кого больше, у меня или у тебя? Пусть сам, опять же, приходит к выводу, что их одинаково, не надо за него делать. И когда он скажет, что одинаково, подтвердить, конечно, молодец, что их одинаково. Смотрим дальше. Я сейчас заберу. Тебе надо забрать столько же. Сделай, как я. Сделай, как я. У нас же одинаково с тобой? Одинаково. Осталось сколько? 3. А у меня? 3. Одинаково. Значит, и в ладошке у нас с тобой одинаково, правильно? Угадай, сколько у меня здесь? Дальше педагог продолжает играть в такую замечательную, очень интересную игру с камушками, с ребенком. И сразу же ему, опять же таки, сообщает о том, что их одинаково. Когда она прячет камушки в ладошку, можно сразу спросить у ребенка, как ты думаешь, сколько у меня здесь? Если ребенку нужно, пусть он сам заберет столько же камушков. Или каким-то другим способом, пусть он сам думает, сколько же камушков. А не говорить ему, что и как сделать, чтобы посчитать. Смотрим следующий ролик. А сейчас сколько я забрала? Ты забери столько же, сделай как я. Сколько у меня здесь? 3. 3, точно. То есть тебе что нужно сделать? Тебе нужно разделить камушки на 2 половинки. Дальше уже ребенок сам сообразительный. И до того, как и педагог договорил, он все уже понял и сообразил и сообщил. Вместо того, чтобы его похвалить за то, что он сам сообразил, она продолжает объяснять и говорить, что камушки разделили на 2 половинки. Кто мне скажет, что такое 2 половинки? 3 и 2. Хотя бы на 2 части тогда. То есть, опять же таки, вместо того, чтобы спрашивать ребенка, как мы разделили эти камушки, как он догадался, сколько тут камушков, как он это посчитал, чтобы ребенок сам приходил к выводам, она все делает за него. Смотрим дальше. Делить камешки на 2 части. Одна часть – это те камешки, которые я забрала. А вторая часть – это те камешки, которые остались. И фломастером будем делить. Понятно? В дальнейшем педагог пытается научить ребенка делать операции мысленно. Но насколько я вообще вижу этого ребенка, он уже это делать умеет. Она просит его сделать сначала с помощью линии. Однако можно его самому предложить, придумать способ, как ему это считать, как ему там отделить, или там закрыть, или еще что-то. Или спросить у него, как он это делал, как он это делает, как он это себя представляет. Сразу скажу, что когда я учу детей представлять объекты, которых он не видит, делаю это очень просто. Я вначале даю ребенку под столом один предмет. Он его держит в руках и либо пытается его нарисовать, либо пытается описать, что у него в руке. Потом, например, кладете ему 2 предмета. И просите не просто, а чтобы он догадался, в ручках он теребит там под столом, не видя, сколько у него предметов и что это за предметы. Потом 3 и так далее. Так он научается их воображать значительно быстрее. Хочу тут еще сделать одно отступление. Прежде чем давать предметы ребенку под столом, нужно эти предметы, чтобы он видел в реальной жизни, чтобы он их видел, щупал. И только после этого давать под столом. Иначе ему трудно представить что-то, что он совсем никогда не видел. Смотрим дальше.
Ты прочертил уже невидимую линию. Это следующий наш шаг. Да, мы будем чертить невидимую линию. Правильно. Мы будем делать это невидимым. Сделай пальцем, прочерти пальцем. Пальцем представь, что у тебя это маркер. Давай, черти линию. Где будет линия? Вот линия. А теперь прочерти не пальцем, а глазами. Дальше опять педагог, вместо того, чтобы спросить, как ребенок это делает, может ли он себе представить что-то, вообразить, как у него это получается, она все, опять же таки, делает за него. Смотрим И следующий ролик. ты будешь только работать с моими камешками. Сколько всего было? 5, 5, да. Сколько же я забрала? 4. Проверяем. Да. Правильно. На этом упражнении мы видим, что ребенок уже сам мысленно считает камушки в голове. То есть тут уже вопрос хороший у педагога, сколько было, ребенок называет. И дальше она спрашивает, сколько забрали, и ребенок, если вы обратите внимание, поднимает глаза кверху. Он их воображает в своем воображении и считает их из своего воображения. Смотрим следующий ролик. Усложняем задачу дальше. Посмотри, у нас есть карандашики, у нас есть кубики, шарики и мисочки. Посмотри, что я сейчас буду делать, а потом тебе нужно будет повторить. Следующее упражнение очень интересное, потому что много разного материала и действительно подача интересная. Однако, когда педагог спрашивает, что у нас на столе, надо дать ребенку самому возможность ответить, что же на столе, а не говорить за него. Это первое. Второе, дальше она набирает какие-то наборы, стучит, ребенок это повторяет, что бы сделала я. Я бы попросила бы ребенка вначале придумать, что с этими предметами можно делать, и повторила бы за ним. А потом уже поменялась с ними местами. И так сделала несколько раз. Когда дети сами сочиняют задания, они гораздо внимательнее, и у них лучше работает голова. И к тому же, когда взрослый повторяет за ребенком, он может специально делать ошибки. И тогда ребенку требуется двойное внимание, чтобы отследить ошибки. Смотрим дальше. Посмотри, что я сейчас буду делать, и потом повторишь, как я. Посмотри. Мяу. Тоже очень интересное упражнение, и тут тоже дополнение, что хорошо, когда взрослый и ребенок меняются местами и друг другу задают задания, и взрослый в выполнении задания совершает ошибки. Педагог очень милый, доброжелательный, очень хорошо работает с детьми, однако все равно все, что она делает, можно сказать, что это дрессировка. Потому что, когда она задает вопросы, она не дает ребенку самому ответить. Она его постоянно наводит на мысль, как правильно нужно отвечать. Она не дает ребенку быть творцом занятия. Хотя для ребенка это очень важно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, приводите друзей. Давайте вместе делать мир детей лучше. До свидания.